вот как хочется быть Лениным, какой он правильный, какой он умный. И начали голосовать, оставить ли меня в училище или изгнать. Да, моя фотография висит публично, мимо нее все ходят. Ты уже встал на ее защиту, еще не зная, как ты будешь ее защищать. И каким-то инстинктивным образом я сразу понял, что это хорошо. А вот не быть ли мне революционером, драться за какие-то привилегии, за справедливость? Добрый день, дорогие друзья! Приветствую вас на нашем канале «Хроники Шинрока». Сегодняшняя наша беседа посвящена славе или известности. Не ожидал, да? Не ожидал. Я знаю, что ты любишь эту тему, и она для тебя является довольно такой острой. И я бы хотел проследить вот это явление, свойства, не знаю как, вот эту материю известности, как некого такого человека, который родился в тебе, вырос, достиг некого пика и угасает. Помнишь ли ты первый момент, когда ты столкнулся с каким-то ощущением, с пониманием того, что такое известность и что она направлена на тебя? Конечно, я помню это отчетливо. За этим стоит целый рассказ. И выглядит он так. Вначале приходит сознание, что ты нечто, способное не только двигаться и прыгать с дерева на дерево, но и размышлять. И ты поражен тому, что в тебе это сознание распускается каким-то мощным цветком. И оно говорит о том, что радость жизни находится несколько под сомнением, потому что ты не один в этом мире, а в окружении довольно большого количества людей. И понимаешь, что мир устроен как-то неоднозначно и не только для тебя. Ты должен соотносить себя с другими людьми. И вот эта вот необходимость соотносить себя с другими людьми говорит о том, что мир надо как-то немножечко корректировать. То есть уравнивать вот эту способность быть активным в нем среди множеств. И тогда ты говоришь себе, что-то надо делать. И вот детские игры в войну там, или в мир, там всякие стрелялки, они как раз в какой-то мере говорят о том, что надо драться за какие-то привилегии, за справедливость. Одним словом, действительность должна подвергаться корректировке. И сознание несколько видоизменяется, переходит в возраст постарше, и уже на уроках истории ты понимаешь, что есть личности и люди выдающиеся, которые пользуются своим сознанием для того, чтобы регулировать поведение, не только твое, но и людей. И тогда ты выбираешь свою судьбу, то есть ты говоришь, ага, в твоих силах что? Вот это и вот это. Предположим, были красивые, правильные, грамотные революционеры, которые отдали свои жизни на улучшение внешней среды. И выбираешь из множества профессий. Это не подходит тебе, космонавты тоже, может быть, не подходят. А вот не быть ли мне революционером? И вот этот трепет огня и желание принести добро как можно большему количеству людей и в качестве достойном внушает тебе идею того, что быть революционером прекрасно. Но однако общество, в котором я жил, говорило о том, что да мы уже хороши, мы уже движемся навстречу коммунизму, и революционеры остались в прошлом. Здесь, в сегодняшнем дне, они нам не нужны.
забегая вперед, можно сказать, что на место революционеров пришли диссиденты, которые были не согласны с обществом. Но это уже другая история, это чуть попозже. А в данный момент ты гордишься тем, что ты справедливый, красивый, что жизнь будешь улучшать. И вот профессия почти выбрана, но сомнение остается, а нужна ли она все-таки в обществе, которое без того уже во внешних лозунгах гармонично. И этот вопрос начинает расширяться, начинает из тебя выводить другие какие-то проблемы, и звучит все больше и настойчивее в том, так все-таки кто же ты? Один в своем одиночестве, который стремится к совершенству жизни, или ты будешь слит с общественностью, когда вы будете идти колоннами, шеренгами, под факелами, к идеологии, которая будет вести к обществу действительно справедливому, честному и безупречно чистому. Прозвучали слова про детские игры. Я когда готовился к передаче, вот думал о том, что как раз первое вот столкновение со славой, с признанием каким-то со стороны других людей, вот он приходит, в детстве мы сталкиваемся. Вот в своей семье, например, ты был, популярным в своей семье, то есть тебя ласкали, или ты был, на равных со всеми и не ощущал какого-то выдающегося положения своего? Мне повезло жить среди женщин, у меня не было отца, и каким-то инстинктивным образом я сразу понял, что это хорошо, когда нет мужского начала подавляющего, а есть полная свобода выбора. И когда ты знаешь, что она есть, ты опираешься только на самого себя. Итак, картину мира определяет мама. И не то, чтобы она преподносит тебе уроки добра и зла, нет. Не то, чтобы она тебя наставляла в выборе жизненного пути, того или другого. Нет. Просто по ощущению ты понимаешь, что твоя мама встроена в общество проблематично. Ты видишь, что она страдает. Страдает не потому, что у нее нет покровителя и защитника мужчины, а страдает потому, что общество к ней не совсем справедливо. Она была сослана, как немка, в Казахстан. Ее третировали местные маленькие власти, в лице какого-то предположим, милиционера. Ей надо было каждую неделю ходить в комендатуру и отмечаться, что она жива-здорова и не убежала в свою Германию немецкую. Одним словом, ты понимал, что маме живется не сладко. И как маленький мальчик ты уже встал на ее защиту, еще не зная, как ты будешь ее защищать. Будут ли у тебя стрелы, копья, порох, огнестрельное оружие, будут ли у тебя кулаки. Одним словом, каким мужчиной ты вырастешь, чтобы мама могла удовлетвориться тем, что с ней происходит. И когда ты понимаешь, что дело как-то не очень такое гладенькое, как это казалось в младенчестве, и, возвращаясь к начатому разговору, ты понимаешь и ссылаешься на то, что а ведь были мощные фигуры, была партия революционеров, был Ленин, и разговаривая уже с друзьями про умное, где-то нам лет по 10, по 11, мы восхищаемся кругозором, широтой знаний и глубиной этих знаний революционеров, которые открыли нам дорогу в светлое будущее. И вот такое вот емкое, значимое слово, как «Ленин», оно звучало так же, как, допустим, «ангел» или «бог», то есть оно было метафорическим. И хотелось быть Лениным, и в то же время не хотелось, потому что Ленин в любом случае, при всей широте, это что-то узконаправленное, это быть только революционером. А ведь хотелось не только быть и развиваться вопреки обществу, но и нести красоту, возделывать сад, где не было бы упора на то, что надо слишком жертвовать собой. И вот такие вот разговоры, они как-то вот тебя подвигали к тому, что надо тихо, мирно и спокойно до времени развиваться с тем,
чтобы твоя мощь через ряд каких-то инстинктов создала в тебе основания, когда ты точно бы знал, что выбор жизненного пути твой. Ну, а как в школе ты проявлялся? Как ты столкнулся вот именно с какой-то известностью, пусть там негативной, позитивной? Я вот себя помню, например, я висел на доске почета, я был отличником, и вот я помню момент, когда моя фотография висит публично, мимо нее все ходят, и я, конечно, не мог тогда это сформулировать, вот, но задним числом я понимаю, что это было вот это признание со стороны как бы внешнего мира. Да? Ты говоришь про революционность, но революционность как бы это внутреннее, ну, какое-то было ощущение, да, желание. А когда снаружи заметили твою устремленность, негативную, позитивную, в любую? Ну, во-первых, я был... Давайте так, разделим ответ на два состояния очень разных. Первое состояние – это когда я из комнаты, из семьи вышел на улицу, из-под опеки мамы, и на улице увидел то, что называется противоположным, конфликтным, неумеренным и так далее. И когда ко мне подошел мальчик и не то чтобы толкнул меня, а ударил по лицу, я совершенно не понял, это как. Это что в этом мире происходит такого, когда один человек позволяет себе немыслимое. У меня для этого не было ресурса и не было возможности ответить. Но я понял, что ответ надо найти. А поскольку физически я был подвижным и способным к тому, чтобы проявлялись некоторые реакции, я не был заторможенным, меня ничто не подавляло, я был абсолютно свободным. Я понял, что надо ответить. И уже этим летом я нашел ответ. Я просто уделал этого друга, который ударил меня по лицу. И мне это понравилось. А он отвечает: слушай, как-то здорово, ведь было время, когда я тебя так, уделывал. Все, эти времена прошли. Это одно состояние. То есть странно, что ты должен выработать в себе реакцию, отвечать во зло. И теперь второй рассказ. А второй рассказ уже про другое. Я понимал, что в классе много людей, какие-то из них невероятно способны в своей адаптации к жизни. Почему-то они получают круглые пятерки. Мне это было непостижимо и непонятно, как можно получать одни пятерки. Это просто как-то даже немножко ненормально и нехорошо. Ну а ты учился нормально? Да, я учился нормально, я учился без троек, но одни пятерки – это уже аномалия, мне казалось. Потому что я не находил в себе возможности сидеть вот ровненько, там, ручку поднимать, вот, чтобы правильно отвечать. Потому что я был немножко такой прыгучий какой-то, и мне хотелось взбодрить атмосферу вот этого тишины и порядка, к которому стремились преподаватели. Одним словом, мне нравилось где-то подшутить, чтобы класс посмеялся. Что-то сделать такое, вот, что как-то не вписывается в нормы поведения большой фигуративности, например, собранности что коллектива. Что ты делал? Придумать какую-то шутку, которая вот вызывает смех в классе, когда там учитель говорит. Или... А что-нибудь подстраивать там учителям? Какие-нибудь ведра на двери там или еще что-то? Вроде того, но только как бы шалости были довольно мелкими. Да. И я понял, что вот мне этого хватает. Мне достаточно, чтобы отделить себя от фона, то есть выйти несколько из контекста для того, чтобы моя свобода приобретала черты субъективных каких-то свойств. И до поры, до времени мне этого хватало. А когда
я понял, что бунт должен заходить дальше, и он действительно пошел дальше. И в ответ пришла несправедливость. Ну, скажем так, меня стали немножечко осаживать, указывать мне место. Это какие, сколько лет тебе А было? мне, ну, это уже где-то класс, так скажем, 5. Мне это перестало нравиться. И тогда я доходил до того, что я вечерами приходил в школу, бил стекла, а утречком приходили и смотрели, вот надо же в классе, вот кто-то разбил стекла, да? Или вел себя вызывающе, учительницу и директора это возмущало, и тогда учительница брала хороших девочек, отличниц, с косичками там заплетенными, правильных, и они в количестве, ну, скажем так, человек 10 там, приходили к маме и говорили, что я веду себя не очень прилично, в школе так себя вести, наверное, не надо. Мама выслушивала их, они уходили, и ровным счетом мне не было поставлено на вид, что я веду себя как-то не так. То есть мама принимала мою сторону, она знала, что я прав, что я не такой задиристый и не такой неправильный, как это выставляют. Я Ты это чувствовал, да? Да, я это не только чувствовал, я это как бы видел, я это знал и понимал, что, наверное, мне мою самость надо как бы и дальше произрастать. И вот когда мы на уроках физкультуры разбивались там на группы, играли там в ручной мяч там, или в футбол, моя ловкость и верткость помогала мне в том, чтобы быть ну, как бы достаточно в таких позициях лидирующих. Но рост у меня был небольшой, и, естественно, как бы больших мышц не было. И я как-то вот так занимал какую-то среднюю позицию, и вот, поскольку мы говорим об амбициях, и вот этот момент меня чуть-чуть вот как бы ущемлял. То есть я не круглый отличник, при желании я бы мог им быть, но мне это было не надо, моим амбициям. И физически я ну, как бы не ставил всех на место вот в равной мере. И вот это вот странное такое состояние, что ты находишься где-то как, словно бы в серединке коллектива, оно преследовало меня долгие годы. То есть мой характер выжидал, когда день и час пробьет для того, чтобы я заявил о своем «я» в полной мере. И так длилось довольно много времени. И однажды, а именно в 13 лет, сестра отвела меня во дворец пионеров, я рисовал, и уже до того, как меня отвели в школу, я знал, что я рисую лучше всех. И в школе я получал грамоты, и всегда считалось, что ну вот так вот, что ну, я рисовал прям вот очень хорошо, и был на первых местах, и мне этого хватало. Хотя рисование и пение считались предметами, ну, нехти какими. Но поскольку были всякие наградные вещи, там, в какой-то момент мне подарили там, собрание сочинений Гоголя, 6 томов, за то, что я там рисовал. В каком классе? Это вот где-то уже было в классе 8, скажем вот так. То есть вот такие вот какие-то вещи. Итак, с одной стороны, я был реализован, я был лучше всех в школе по рисованию. А с другой стороны, я понимал, что мой потенциал много выше, и я могу подняться по вот этой иерархической лестнице дальше. Но для этого мне нужны знания более объемными. И таким образом я настроился на то, что буду получать образование, которое выведет меня на простор такой широкой взлетной полосы, когда я наберу нужную скорость, и мой взлет приведет меня к полной реализации, когда я буду удовлетворен. То есть ты потом пошел уже в училище художественное, Да. И как там вот твои амбиции, как слава там разворачивалась? Это же был еще рост, набор массы. Да, когда в кружке рисования я понял, что могу очень многое, и нашей работы преподаватель Владимир Федорович показал художникам из художественного фонда в городе, и они произнесли такое вот слово, которое меня вскружило, было мне непонятным, но очень драгоценным. Они сказали: «О, да это рисунки профессионала». Бог ты мой, мне еще нет 14, ну можно сказать, что вот-вот уже стукнет 14, а я уже, профессионал, я еще толком-то и не знал, что это такое.
но это что-то очень значимое. То есть я почти завершен. И сразу произошел прорыв. То есть я, допустим, рисую дерево, ствол дерева, и знаю, как его надо рисовать, чтобы объем случился и на бумаге. То есть я нашел какой-то метод. А вот, допустим, нарисовать изгибающуюся волну мне еще сложно. То есть, с одной стороны, я уже состоявшийся художник, я уже знаю, что такое Васильев, Серов, Левитан, обожаемый мною, Шишкин. То есть, а с другой стороны, я понимаю, что мне еще не хватает какого-то мастерства. То есть ремесло не доходило до должного уровня. Но я был удовлетворен. Я уже был обозначен как профессионал со стороны социальной. Вот. А с другой стороны, я в душе понимал, что нет, мне еще надо расти, еще рано радоваться победам. И вот это свойство, что ты уже достиг чего-то, тебя держит. Но ты заканчиваешь школу, поступаешь в художественное училище, то есть двери социальные открыты, сегодня говорят лифты, ты поднялся на второй этаж, предположим, и ты вдруг опять сталкиваешься с тем, что жизнь не конфетка, и что там, где должны были бы взращивать в тебе творческий потенциал, помогать расти вверх и раскрываться, со всем этим не заняты. Там канцелярия, там какие-то глупые требования, нормативы, там все неинтересно. Ну ведь это же учебное заведение по художеству. Там работают с твоей душой, с сердцем, которые должны быть направлены на то, чтобы искусство было волшебством. Стойте, друзья, но это же не просто как технологическая какая-то школа, где вас как солдата муштруют, ставят по линейке. Нет, 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 нет. Мне это сильно не понравилось. И я как-то так взбунтовался до такой степени, что однажды на педсовете, это был примерно 3-й курс художественного училища, собрались все вместе с директором и начали голосовать, оставить ли меня в училище или изгнать. Угу. Но, ну, то есть это такая тоже, можно сказать, известность. Своего рода. Своего рода. Но не очень такая. Ну, не очень приятная. Да, оздоравливающая. И когда поняли, что я у мамы один и социально не очень обеспечен, ну и вообще такой бедный мальчик, который немножко дурачок, который зашкалил в своем бунтарстве, да ладно, помилуем его, оставим. И вот это вот был очень важный момент. Меня оставили, я получил это образование. И когда ты понял, что тебя пожалели, но в целом я как понял бы это. Спасли как бы Я отчасти. понял это, да. Я это понял и остался благодарен. То есть я понял, что нельзя быть слишком хулиганистым и идти своей проторенной дорогой, несмотря на то, что вот эти... Ну а что такого ты делал-то? Ну, ты же там не бил уже стекла, прогуливал, наверное. нет, не выполнял так, там программу. Понятно. И как-то... Но при этом все понимали, что ты, ну, как бы Да, мастер. Да? Ну, ученик хороший, скажем так. Да. И тогда вот на этой как бы развилке я сделал какие-то выводы. И по окончании училища с теми друзьями, которые всегда помогают нам развиваться, мы решали, как нам жить дальше. Писали много писем, и вот это вот писание, оно потом отразится вот в том, что я готов был вести дневники и вообще размышлять вместе со словом. В смысле, вы друг с другом переписывали? Да. Но они что, в другом городе жили? Да. Или? Они жили в разных городах. Один в Армавире, другой в Гривенске, третий в Ставрополе, в разных городах. И одно дело, когда ты в детстве размышляешь непосредственно с друзьями, вот тут же результат выдаешь. Ну, допустим, Ленин, как хочется быть Лениным, какой он правильный, какой он умный. Вот ты это проговорил, и словно бы уже сам немножко Ленин. Но стезю эту не выбираешь, потому что, ну что ты, ты сделаешь революцию, и все. А тебе же хочется большое искусство сделать. Одним словом, ты помыслил, был счастлив в этом мышлении, и его оставил.
И совсем другое дело, когда все это уже происходит на уровне гораздо более серьезном, во всех этих вот словах, в этой переписке. И потом, когда ты вышел из училища, из учебного заведения, где была какая-то гарантия, и где тебе могли выдать сертификат на то, что ты действительно профессионал, не тот, которого похвалили художники в фонде, когда ты был в кружке рисования, а уже вот здесь, по ряду оценок, диплом, там, защита, все. Вот. А получается, что как-то вот эта вот неудовлетворенность тебя опять изводит и мучает. Ты опять вне социальной среды. И на вот этом каком-то таком странном свойстве, когда жизнь и есть, и ее нет в профессиональном уровне, говорит о том, что что-то надо искать. И вот тогда опять возвращаются идеи, правильно, революции. Ну, ты уже взрослый уже, ну, там, Да, 20 лет. Там. 20 лет, да. И я пишу под черным по белому, что если все будет продолжаться так же, как продолжается в нашем обществе, я поеду в Москву и просто брошу бомбу в Леонида Ильича Брежнева.